Конничева! Итак, 29 апреля, полный день в Осаке. Проснуться рано не вышло. Сказался и джетлаг, и усталость от длинного предыдущего дня. Я же успел еще сходить на вечернюю сальсо-вечеринку в Осаке. По прогнозу, во второй половине дня ожидался дождь, поэтому медлить особо было нельзя. Сначала я поехал до станции Умеда, это своего рода деловой центр Осаки. Там недалеко есть гигантское футуристическое здание со смотровой на 40-м этаже, высота где-то 150 метров, и прогулочной зоны по крыше по периметру. Здание, как оказалось, стоит чуть в стороне, сразу за очередной гигантской стройкой. Очередей в этот раз не было, да и посетителей было явно поменьше, чем на башне в Токио. А вот виды примерно такого же плана, что и в Токио. Хотя и явно менее масштабные. Но приятно, что с крыши все видно без стекла. Затем я поехал до крепости Осаки, но только добрался до нее, начался дождь. Причем по прогнозу беспросветный до утра следующего дня. Я решил, что лучше приеду посмотреть крепость в понедельник утром, там прогноз обещал солнечный день. И поехал обратно в отель передохнуть. По пути пошел небольшими улочками, они как бы вплетены между основными проспектами. Но они делают невероятную разницу в восприятии города. Проспекты прям настоящий мегаполис, куча света и движухи. И буквально тут же улочки шириной в машину с мелкими лавками по сторонам и чудовищно торчащими мотками электропроводки по стенам и над улицей. Вот тебе и хай-тек. А вечером, несмотря на дождь, я решил прогуляться до района Дотонбори, поужинать. В магазине по соседству с отелем прикупил прозрачный зонтик, стоит, кстати, всего 600 йен. И вот да, в Дотонборе надо идти именно тогда, когда уже темно. Место офигенно красочное и крутое. И даже толпа людей там как раз в тему. А народу была реально тьма, даже несмотря на дождь. В общем, сначала прогулялся по улице Дотонбори, поглазел немного. Потом решил приземлиться в ресторанчике, который завлек меня с сашими в меню. Место оказалось просто супер. Я про такой формат разве что только слышал раньше, и то немного. Столики не отдельные, а типа барной стойки. И у каждого места монитор с меню, где можно сделать заказ. И буквально тут же над столом конвейер с готовыми блюдами. Вообще, как я потом уточнил, можно даже через монитор не заказывать, а просто брать с конвейера то, что приглянется. Но я захотел тунца. Много и всякого разного. И краба. В общем, наелся настоящих японских сашими, суши по-нашему, реально вкусно. Вообще формат очень интересный. А после ужина еще часа полтора гулял по Дотонбори. Дождь не мешал, а колорит района просто нереальный. Рестораны, уличные кафе с готовкой прямо на улице, бары с невероятной концентрацией на квадратный метр. Ну и людей подстать. Хотя на некоторых переулочках с уже знакомыми мотками электропроводки людей было намного меньше. И это был уже другой колорит, но не менее атмосферный. Кстати, параллельно основной улице Мидосудзи идет еще довольно интересный пешеходный променад. Улица Синсайбаси-Судзи. Очень длинная, но с крышей. И мириадами магазинов по бокам. Думаю, это просто мекка для шопоголиков. В общем, центр Осаки мне зашел очень хорошо. И это при том, что я, по идее, не люблю толпы людей. Но здесь все воспринимается как-то совсем по-другому.